Блять, сколько можно ехать? Эта игрушка называется Пинихард. Сегодня речь пойдет о данной игрушке, дорогой сынок. Мне жаль, что я не смог присутствовать на похоронах твоей мамы. Мне жаль, что я даже не сказал тебе, почему я ушел и куда пропал. Последние 9 лет я вел важное расследование от этого зависела жизнь многих невинных людей. Но сейчас я чувствую, что больше не могу спрятаться один. Сын мой, я умоляю тебя о помощи, приезжай ко мне, ты поймешь. То бишь, отец прислал письмо, мы садимся в автобус и едем к сыну. Игра, кстати, от русских разработчиков даже. Так что усаживайтесь поудобнее. Сегодня будет такая предыстория игрушки Pine Hard. Интересно очень, я бы сказал, своя такая вот атмосфера игры. В принципе, сделанная, то бишь сам сюжет. Мы сейчас едем на автобусе, лес. Игра сделана, напоминаю, на движке Unreal Engine 5. И студия называется Vision Forge Tem. То бишь игра полностью сделана от российских разработчиков. И самое мне что тут было непонятное, то бишь сам отец не присылал это письмо сыну. То бишь тут, короче, намутила какая-то корпорация, то бишь с вирусом. Ну, в дальнейшем мы поймем. В принципе, суть мы сейчас едем на автобусе. Вот как вы видите, да, мы, получается, въезжаем в сам туннель. Водитель сначала ничего не говорит. Мне это, кстати, стало подозрительно. Очень подозрительно. Я эту игрушку давно хотел поиграть, сделать по ней обзор. И сегодня вот такой вот ролик получается по игре Пини Харбор. То есть Пини Харбор. То бишь сын едет к отцу. Отец попросил помощи у сына. Мы въехали вот в такой вот туннель. Выезжаем с туннеля, и город полностью, как вы видите, полностью город весь окутан таким призрачным, мрачным таким туманом. И поначалу, если честно, непонятно, куда автобус держит путь. Долго еще? Джош, хей, зависит от того, куда вы направляетесь. Джош, Пинхарп, еще пару минут. Ну, водитель спрашивает, еще пару минут. Мы продолжаем ехать. Лес. Вот как озвучка леса сделана, как скрипит, как ты идешь по воде. Блин, вообще просто шикарно. Лес еще такой стрёмный. Весь в тумане, еще автобус пустой, считай, мы одни в автобусе. Послушай, это не мое дело, но ты уверен, что это место, куда тебе нужно? Водитель спрашивает. Это заброшенное место. Никто не живет там несколько лет. Да, ты что-то произошло, какой-то там завод взорвался, ну не знаешь, были корпорации снова, придется за ними судный день, Бог придет за ними в судный день. Продолжаем дальше ехать. То бишь, по сути, там взорвался какой-то завод, и вроде как распространилась какая-то инфекция. Но мы продолжаем ехать дальше. Начало такое вот, знаете, эта игра мне напомнила Silent Hill. Вот Silent Hill, я не помню точно какое название, там тоже город. И, кстати, вот этот призрачный туман, там головоломки, все дела. Но вот тут такая вот лютая атмосфера, вот именно, когда ты вот подъезжаем. Мы сейчас выходим с автобусной остановки. Выходим. У нас ни чемодана, ничего нету. Просто сели в автобус и едем. Хорошо, мы выходим с автобуса. Это наш такой водитель, брутальный такой мужик, руль такой. Все, мы педали. Все, мы вышли с автобуса. Автобус еще такой старинный. В США раньше такие автобусы ходили. Они, получается, такие автобусы в США еще в то время детей до школы возили в деревнях. Вот такие автобусы. Лес. Вот что мне понравилось, вот здесь лес. Именно скрип деревьев, когда ты по воде идешь. Ну, видно, что разработчики приложили руку к колену, и автобус просто исчезает в тумане, как вы видите, да? Такой туман, такая напряженная, я бы сказал, вот такая вот атмосфера.
Хотел пройти дальше, но дальше меня, к сожалению, не пустили. Как видите, да, все, мы идем. И вот здесь вот особенно, когда ты идешь по воде, вот по воде, и так, тут я решил зайти в настроечки, проверить видео, графика эпическая, и советую выключать размытие в движении. И я немножко решил убрать громкость. Мы идем по лесу. Мы дальше идем по лесу. Кстати, игра была записана отдельно. Ролик был, звук записан отдельно. Все было это наложено в приложении DaVinci Resolve. Какая же тут бомбическая атмосфера в лесу. Вот этот скрип, вот это все. Блин, это просто так шикарно выглядит. Я давно эту игрушку хотел поиграть, давно пройти. Но у меня еще метро Исход лежит на прохождении. Я еще никак не могу завершить метро Исход, потому что в связи с работой у меня толком сейчас нет времени на игры. Вот сегодня я вам хотел рассказать про такую шикарную игрушку, как Pine Harbor. Это охеренная игрушка, просто охеренная. И вот мы входим в деревню, и нас вырубают. Нас вырубают. Мы, походу, что темнота. Нас оглушили. Нас оглушили. Мы висим. О, какой-то мужичок идет с ружьем. Ну все. Нам хана, приехали. Кто это? Темно, какой-то дом, сарай, и тут чувак такой. Дедушка с ружьем подходит. Ага. Человек что? Стой, не может быть. Хей, говорит, можешь? Ага, да, Джош. Да, я взгляну на тебя. Что, Джош, ты? Нет. Ты не должен быть здесь, он может быть здесь. Нет, я знаю, что. О, бля, мы не должны быть здесь. Тихо. Он ругается. Он не верит в то, что сын, я тебя освобожу. Но не глупи. Он не поверил, что сын приехал сюда. Папа, я получил твое письмо. То бишь, по сути, отец не отправлял ему письмо. Отец не отправлял ему никакого письма. Так, иди внутрь быстро. Мы встаем. Везде, темно. Мы, получается, сын не понимает, что тут вообще происходит. В сарае стоит слева машина. Джипик такой. Так, тут я решил зайти в настроечки. Немножко звук убавить, потому что сильно вода, знаете, вот это хлюпала. Ну, я говорю, вот реалистично, очень реалистично тут все сделано вообще. Просто на изи, вообще бомбическая игра. Но, еще раз говорю, у меня в связи, ребят, с работами не хватает времени вот проходить такие большие проекты. Потому что я постоянно работаю. С 1 июня у меня отпуск, и с 1 июня я увольняюсь. С 1 июня у меня будет больше времени заниматься каналами. Так что всех благодарю заранее за поддержку. На комментарии всегда отвечаю после работы. Комментарии всегда просматриваю. То бишь это видео, чтобы вы понимали, выйдет на разных платформах. Дом весь какой-то развальный, но реально вот чем-то напоминает, знаете, Silent Hill. Вот просто бомбическое. Я когда первый раз запустил, у меня такой вайповый режим был. Вау, прям вау, вообще ништяк. Круто. Ну, писать длинные ролики у меня категорически не хватает времени, потому что я даже бывает на выходных работаю. Мы заходим внутрь, тут столик, тут какие-то тефтели с макарушками сидят. Ты нам предложишь покушать? Слушай меня внимательно, я не отправляю тебе никакого письма. Теперь вниз по лестнице, закрой двери, не открывай двери никому. 4 раза. Запомни, 4, не 3, не 5, а 4. Ты понял? То бишь 4 раза он должен постучать. И не открывай двери никому. Что происходит тут? Что тут вообще творится? На этот нет времени. Закрой эту дверь изнутри. Окей, я расскажу, как только закончится. Что закончится? Ночь, сынок, ночь. Я пытаюсь закрыть дверь. Опа, дверь закрылась. И там начинает происходить всякая двич какие-то.
топанья, всякие там прыгания происходит, скрипы. Он начинает стрелять. Ну, мы сейчас с вами спускаемся в подвал. Решил исследовать подвал. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего нету. Та дверь пока закрыта. Тут одна лампочка. Нас отец запер в подвале. Но пока, к сожалению, ничего не происходит. Тут темнота. Так, а тут что у нас? Дверь. Дверь закрыта. Тут темно, все уложено в ящиках. Окей. Там, шорохи. Кто-то бегает. Наш отец их отстреливает с ружьем. Пока мы стоим, все это дело наблюдаем и созреваем. Но я говорю, игра просто улетная. Просто бомбическая. Вот вообще просто на изи и мы упали. Кайфанул изрядно. Вот было бы у меня побольше времени заниматься вот такими проектами, чтобы писать вот такие длинные ролики, но, к сожалению, у меня особо на это, ребят, времени не хватает. Я подбегаю к двери, открываю дверь. О, уже утро. Нифига, мы в отключке были. Голоден? Серьезно? Сегодня ночью повезло. Всего лишь один пришел, бывает и так. Я работаю над статьей, здесь должен знать правду. То есть общество должно знать правду, только которую я представляю вчера, это химикаты, мутации, и это повсюду. И я пытаюсь изменить ситуацию. Обычно корпорация пытается под меня, пригласил моего сына, но поэтому ты должен покинуть это место. Что? Понятно, это корпорация пригласила его сына, чтобы приехал. Черт, я не видел тебя несколько лет. Я бы мог помочь. Не прежде чем ты уедешь, я хочу попросить тебя, представляешь, одолжение. Гудс за припасами, пару рук, и вообще с моим сыном было бы неплохо. То бишь нам надо съездить в город за припасами. Хорошо, мы даже не поели тефтели с макаронами и отправляемся за отцом. Выходим из дома, дом, разруха. Ну, что-то вот типа напоминает, знаете, Silent Hill-то. Вообще напоминает Silent Hill-то. Мы спускаемся, идем в пикапчик. Сейчас будем садиться на пассажирское сиденье. Плохо, что нам не дали поуправлять пикапчиком. Но вообще ништяк. Все, садимся. Так, тут я подхожу. Ага, сесть в машину. Задача вылезла. Ага, все. Мы садимся в машину. Так что особо вот то, что, да, времени у меня категорически не хватает делать вот такие большие проекты, большие прохождения, все это дело записывать, потому что и обрабатывать. Много, игр на прохождении. Ну и дорога, отец спрашивает. Так, едем дальше. Это был хороший город. Отец. Это был хороший город. Пожалуйста, давай без оправданий. Ладно. Так, мы выезжаем. Подъезжаем к дороге. Туманчик такой, все дела. Едем в город за припасами. Да, папаша сильно постарел. Так, как твоя семья? Развелся. Ох, жаль это слышать. Едем. Да ты к чему здесь занимаешься? Я не пишу статьи, я пытаюсь очистить это зло. И врезаемся. Вот это меня убило. Он даже ни в кого не въехал, да? И получается, и тупо он врезался. Врезался. Пап, кто ты? И тут возникает девушка вот в таком плаще. Как дочь проповедника, ты попал в аварию, помнишь? Там было что-то. В следующий раз давай это. Мой отец был за рулем, где он? Прости, но кроме тебя никого не было. А вот это уже загадка. Я должен вернуться и найти его. Ты ведь сын Ричарда, да? Знаешь моего отца? Твой отец и мои родители были близкими друзьями.
По крайней мере, у нас здесь семья проклятие. Я думала, это место заброшенное. Осталось несколько семей, и мне некуда было идти. Хорошо, я твой должник. И сначала мне нужно, понимаю, возможности, мне нужно лекарство и топливо. Не могу пойти одна, потому что, пожалуйста, мне просто это очень нужно. Так, и туда возможности мне нужны, мне нужно. Я посмотрю, возьми, тебе пригодится, и установи таймер до 5 часов без создания. Постарайся не выходить на улицу ночью. Да, ночью тут выходить нельзя. Понятно, спасибо за работу. Вот в этой игре поставить таймер и не выходить на улицу ночью. Да, кстати, инвентарь в игре TAP. Вот вообще атмосфера прям просто улетная. Так, я проверил еще раз настроечки, управление. Мне надо было посмотреть, как вообще открывается инвентарь, потому что я понажимал по разной кнопке и, в принципе, не понял, как сначала открывается инвентарь. Инвентарь, оказывается, открывается на тап. Отлично, у нас есть инвентарь. Поначалу у меня не было никакого оружия. Я пытался убить вот этих зомбаков, то что на заводе там произошел какой-то химический выброс и породили вот эти мутанты. Теперь уже более стало понятно по сюжету, что вот здесь в этом городке произошло. Вот нам точка, да, то бишь нам нужно вернуться в дом. По сути, по сути, нам вот эта девушка, да, священника говорит, то, что он ехал один за рулем, никакого отца не было. И вот это начинается загадка. Хотя он приехал на автобусе, вышел, с отцом сели в машину и приехали. Ну вот это реально мистическая загадка. Вот как вы видите, мы сейчас спускаемся по лесу. В лес тут вот эти бегают зомбаки, и я, получается, сначала вообще не понял, я даже не понял, получается, как бороться с ними, где брать оружие вообще. Где брать оружие, я вот это не понял сначала, и они меня постоянно мочили. И тут еще полоска жизни. Но атмосфера леса, вот это скрипучий там, да, вот это, когда ты по лужам идешь, блин, настолько бомбическая, настолько реалистичная игра. Но у меня сейчас на первое прохождение, дорогие друзья, это Metro Exodus. Сегодня я просто хотел с вами поделиться вот таким мнением, как, ну, вообще. И тут, смотрите, тут вышли два зомбака, видите, да? Два зомбака. Я сначала еще, в принципе, не понял. По сути, я не понял, как с ними бороться. Я открыл карту и смотрю, куда мне двигаться. Но мне сначала надо было, по сути, найти машину. И у меня проблемы со здоровьем, у меня вообще не было лекарств. И эти зомбаки бегут, эти доски. Я сначала думал взять вот эту доску, видите, а это оказалась доска для окон, чтобы заколачивать окна. А потом только понял, когда я вернулся назад, там за церковью была бейсбольная бита. Вот мне надо было эту бейсбольную биту взять. Я сначала посмотрел еще раз в настройках управления. Сначала подумал, как драться руками. Но эти зомбаки меня, короче, прикончили. Вот так. Да, но вот это странно, то, что дочь священника сказала то, что вы ехали в машине одни. И вот это меня реально насторожило. Довольно-таки интересный сюжет, вообще интересный сюжет. Я бы, конечно, делал вот такие, знаете, большие прохождения. Там заморачивался, писал отдельно звук, писал отдельно игру. Все это монтировал, делал качественно. Но мне, к сожалению, пока реально не хватает свободного времени, чтобы вот такими большими проектами заниматься. Он там зомби идет опять, этот зараженный. У нас есть фонарик. Я опять сейчас пытаюсь пройти, не понимая вообще, в принципе, где взять какие-то оружия, какой-то инвентарь. Пытаюсь прокрасться. Но звук ходьбы настолько реалистичный, это просто вау. Это просто вау. Если кто-то не играл, это игра вообще, я считаю, игра годнота. Игра нереальная годнота. Я пытаюсь пробежать опять. Тут следы, тут кровь. Опять мы сюда спускаемся. Опять эти зомбаки, я присел по лесенке, пытаюсь пройти тихо, спускаюсь, город весь в тумане, опять эта доска лежит. Я сначала думал взять эту доску и доской убить этих зомбаков, но в итоге, к сожалению, у меня ничего не вышло, потому что эти доски, как я потом понял, вот эти доски нужны, чтобы, в принципе, заколачивать окна.
Это я потом уже в инвентаре понял, когда вот использую для заколачивания окон в доме. Вот видите, инвентарь. Я открыл это, найти отца. Наша задача найти отца. Тут подбежали эти зомби, начали меня лупасить. Я, естественно, встал, побежал. Спускаюсь по лестнице, обгоняю зомбаков, выбегаю в город. Лечу на всех парах, пытаясь вообще от них скрыться, куда-то убежать через дворы, вот сюда. Пробегаю через забор, хочу закрыть калитку, калитка не закрывается, бегу дальше, обгоняю сюда. Тут еще есть какие-то припасы на столе. Я их забираю, там что-то или еще лежит, тут еще один зомби. И в итоге бегу по улице. Эти все-таки зараженные гонятся за мной, пытаются меня убить, но я, к сожалению... Все, у меня сейчас дыхалка кончится, я тут забираю доску, бегу опять. И эти твари за мной гонятся, и вот тут у меня все дыхалка, и они меня сейчас тут кончат. И в итоге они меня просто убивают, размазывают. Интересная игрушка, я бы сказал, довольно-таки интересная. Вообще, в принципе, я тут посмотрел по времени, сколько я уже записываю видос. Возвращаюсь опять в игру, церковь. Я начал тут исследовать церковь в поисках какого-то оружия. Думаю, хоть какое-то оружие найти, потому что палки это бесполезно. То бишь, палки, это, которые мы подбираем, это чисто, чтобы заколачивать окна. Тут скамейка справа стоит. Тут вот такой вид, все в тумане, все в тумане. Ничего не видно. Церквушка. Так, мы проходим, получается, дальше. Я тут ищу что-то полезное. Полезного пока нет. Я тут осматриваюсь, может какой-то лут, что-то найти. Ну, в принципе, я нахожу обычную доску. Я подхожу к доске, я забираю доску. Доска 2. Отлично. Вижу сарай. Думаю, может что-то в сарае интересное есть. Я подхожу к сараю. Сарай не открывается. Тут мы находим, это получается масло, по-моему, как я помню, в инвентаре. Поднимаюсь по лестнице, хочу попробовать дверь, открыть эту дверь. Дверь не открывается. Порох. Это порох. Горящая смесь используется для выжигания пуль и огнеметного оружия. Понятно. Так, мы идем дальше. Поднимаюсь вот на такой типа пирс. Так, тут на что? Бутылочка, алкоголь. Хотя я сначала подумал вода. Ага, высоко как. Алкоголь. Бесцветная логовоспламеняющая жидкость используется, это понятно. Идем дальше, спускаемся дальше по лестнице. Направляюсь опять исследовать окрестности в поисках оружия. Настроечки графика. Эпическое размытие движений всегда выключайте. Плюс прирост FPS. Сохраняю игру. Сохранить, да, обязательно. Иду дальше. Так, тут у нас вроде что-то теплички, да? Тепличка. Старая. И вот тут я на столе нахожу бейсбольную биту. Надо более внимательно все изучать в этой игрушке, потому что оружие может валяться в таких местах, вот, которые я не замешиваю. Ну, не замечаю. И звук вот такой вот реалистичный, когда ты битой бьешь. Звук вообще, в принципе, ну, просто огонь. Так что еще раз всех, ребят, вас благодарю. Спасибо всем за поддержку. Читайте описание видео. На комментарии отвечаю с небольшой задержкой, напоминаю. Будут выходить вот такие подобные проекты, но если у меня на них, к сожалению, будет время. Хотелось писать большие проекты, вот так вот заморачиваться, что-то интересное рассказывать. Проект представляет собой хоррор-шутер от первого лица с элементами выживания. Действие происходит в портовом городке на севере США, куда главный герой прибывает по просьбе своего отца и оказывается втянут в жуткие, мрачные, загадочные события. Наш главный персонаж. Игра вышла в раннем доступе в конце апреля 2024 года. В апреле 2025 года разработка была приостановлена из-за юридических проблем, вопросов с правообладателем.
То бишь, вот такая вот информация. Пинер Харп. Так что, вот такой, в принципе, сюжет у игры. Я вот зомбака замочил одного, но звук, когда бьешь, вообще прям битая, вот когда ты бьешь, да, вот то, что неизвестный вирус, там завод, вот эти все дела. Плюс у нас еще полоска жизни. Я вот как серьезно говорю, ребят, если будет время заниматься подобными проектами, тут я сохраняю игру, подобных проектов на канале будет выходить очень много. Сейчас у меня нет времени даже, по сути, заниматься DaVinci Resolve, чтобы там все настроить. Ну, в принципе, звук там, вот это все дело, потому что я большинство времени провожу на работе. Отпуск у меня только с 1 июня. И с 1 июня я увольняюсь со своей основной работы. К сожалению, вот нет времени толком заниматься такими проектами. Так что еще раз всех благодарю за поддержку. На этом я заканчиваю. Увидимся в следующем видео.